Общественным транспортом в Стамбуле можно и нужно пользоваться, чтобы сберечь время, деньги и силы. Несколько популярных маршрутов соединяют районы Султанахмет и Таксим, аэропорты и центр города. На паромах можно попасть из европейской в азиатскую часть и на Принцевы острова. Мы сэкономили на транспортных расходах, купив Istanbul Kart. Bölgede İstanbul Kart satın alabilirsiniz. Надо, наверное, сколько положить сюда. А, вот оттуда. Один удал. Ticket. Kartınızı aşağıdan alabilirsiniz. А как проверить, сколько тут денег? Не знаю. Сколько ты заплатила? 20. 20 лет? Ну, 20 лет я положил, да? А, ну нормально. Хватит всё. нам на дорогу? Да, хватит. Вот такую карточку Istanbul Kart купили. По ней можно ездить. Выгода карты очевидна. Проезд по жетону стоит 5 лир, а по карте 2,60 лир. Если сделать следующую пересадку в течение 2 часов, то цена за проезд снижается. Первая пересадка 1 лира 85, вторая пересадка 1,4, все последующие 0,9. Дети до 6 лет имеют право бесплатного проезда при наличии документов. Istanbul Kart – неперсональная пополняемая карта, которую можно передавать третьим лицам. Карта действительно в метро, Мармарай, автобусах, метробусах, фуникулерах, канатных дорогах, паромах. Едем в дворец Эдирне. Общественный транспорт Стамбула включает в себя метро, автобусы, трамваи, фуникулеры и паромы. Самым увлекательным, но тем не менее очень удобным видом передвижения по Стамбулу является водный транспорт. Через Босфор, вдоль пролива, на соседние острова и в прибрежные пригороды от различных пристаней отходит множество паромов, морских автобусов и быстроходных пригородных паромов. Даже рядовая поездка на них напоминает настоящее мини-путешествие. В общем, морская прогулка по Босфору – это то, что обязан совершить каждый побывавший в Стамбуле. При этом стоимость при поездках в пределах Босфора такая же, как и на остальном общественном транспорте. Сейчас мы переплываем на другую сторону Босфора по Istanbul Kart. Заплатили 2,70 двоих. Ферри-бот, традиционные паромы, используются на коротких маршрутах через Босфор, соединяющих такие районы города, как Каракей, Эминью, Бишикташ и европейской части с азиатскими районами. Главные причалы, расположенные на выходе из бухты Золотого Рога, это Каракей возле Галатского моста и Эминью, также возле Галатского моста, но со стороны дворца Топкапы. Основное время движения водного транспорта Стамбула с 7 утра до 22 часов. Сдвиги во времени и отмены сообщения возникают при неблагоприятных погодных условиях.
Экскурсионный автобус Стамбула – это отличное решение для тех, кто не хочет особо задумываться о том, как добраться до популярных достопримечательностей города. Автобус работает по принципу hop-on, hop-off, то есть зашел – вышел. В Стамбуле одной из самых интересных достопримечательностей является фуникулер-тюнель, который представляет собой старый туннель с современным поездом. Фуникулер-туннель используют как средство передвижения от станции Каракея до Сишане. Этот подземный туннель впервые открылся для публики в 1875 году, немного позже, чем состоялось открытие подземного метро в Лондоне. У нас карточка есть, можно по Истамбул-карте ехать. Однако первое время жители Стамбула настороженно относились к транспортному средству, которое передвигается под землей. Это наводило страх на общество. Доказать безопасность передвижения подземным метро получилось только с помощью эксперимента, в котором участвовали животные. Таким образом, соединили два вагона в один, из которых поместили животных. На выходе из метро турки могли убедиться в том, что звери после этой поездки остались целы и невредимы. Постепенно люди привыкли к такому виду транспорта.